Привет, народ! Приятно получать сообщения с комплиментами, подарки не только по праздникам, но и в будничные вечера, но если еще во время интимной переписки прилагается интимное фото, то разговор становится продуктивнее. Рассмотрим, приносит ли удовольствие от такого виртуального общения, и есть ли в этой деятельности отрицательные последствия. Ну что ж, приступим. Кэшбэк-сервис letyshops.ru позволяет экономить на покупках в более 700 популярных магазинах. А расширение Google Chrome напомнит о кэшбэке. Как получить премиум-аккаунт в подарок? Смотрите в описании. Секстинг – это обмен сообщениями интимного характера, иногда с фотографиями, которые можно рассмотреть в формате «личные и запрещенные для постороннего взора» посредством электронной почты, социальных сетей и мобильного телефона. Секстинг – научное название привычной интимной переписки. Определение появилось в 2005 году в Новой Зеландии. Поводом послужил поступок 13-летней школьницы, которая выложила свои откровенные снимки на сайт знакомств. Питер Каминг, профессор Йоркского университета в Торонто, считает, что секстинг не несет никаких отрицательных последствий для психики подростков и является таким же способом познания своей сексуальности, как, например, игра в бутылочку. Но секстинг может повлечь за собой скандал или стать причиной самоубийства, если фотографии будут опубликованы. Баловство с секстингом все же не настолько безопасно, чтобы общество относилось к нему безучастно. Во-первых, по американским законам, обмен эротическими сообщениями и изображениями с лицами, не достигшими 18 лет, считается растлением малолетних и сексуальным домогательством. Это очень серьезное преступление, но это и так понятно. Родителям дорого обойдется адвокат, который сможет отмазать деток и переделать статью на более мягкую. Если же нет, то позорная статья испортит всю дальнейшую жизнь молодого человека. В США секстингом занимается более 25% подростков и приблизительно треть молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет. Опрошенные из этих возрастных групп утверждали, что почти все они получали сообщения сексуального содержания в виде текстовых смс-ок. Приблизительно 2/3 опрошенных получали подобные сообщения, сопровождаемые фотографиями. В том, что они сами занимались секстингом, признались около 60% опрошенных. В том, что посылали откровенные фотографии, около 45%. Исследователи признают, что в рамках таких личных опросов высок фактор неискренности ответов и полагают, что число реальных участников секстинга может быть на 7-10% больше. Мужчинам заниматься активным секстингом нравится больше, чем женщинам. Думается, тут дело в том, что известный факт: обнаженное мужское тело женщин привлекает гораздо меньше, чем обнаженное женское тело мужчин. Результат секстинг-серии мужчин удовлетворяет больше, чем женщин. С другой стороны, девочки младшего подросткового возраста практикуют секстинг с фотографиями более активнее. Многие из мальчиков и девочек, показывающие свою наготу, не знают, что в фотографиях, которые делают смартфон, среди прочих имеются и географические координаты места съемки. Тому, кто смех ради посылает свои голенькие фотографии приятелю или подруге, мало не покажется, если этими снимками завладеет какой-нибудь маньяк, знающий, как определить место съемки. Кстати, Instagram и Twitter до недавнего времени информацию о месте съемки не скрывали. И еще, около 20% опрошенных признались, что пересылали полученные фотографии тем, кому они не предназначались. Причем женщины и мужчины делают это в равной мере. Девушка-подросток из США в 2009 году послала своему приятелю фотографию эротического содержания. Спустя некоторое время это изображение оказалось в открытом доступе, и девушку буквально засыпали непристойными предложениями и всевозможными оскорблениями. Подросток психологически не был готов к такой реакции, поэтому юная американка просто покончила с собой. Еще одна история незадачливого 18-летнего парня, который опубликовал откровенные фотографии своей 15-летней подруги. Власти обвинили его в распространении детской порнографии и осудили по всей строгости закона.
Виртуальное знакомство перерастает в реальное только в 7% случаев. Сам формат интимного сообщения создает непреодолимый барьер. Инициатор и объект секстинга текстами и фотографиями могут демонстрировать крайнюю взаимную расположенность. Но встречи за пределами сети чаще всего боятся как огня. Ученые уверяют, что дело не в опасении встретиться с безумцем или сексуальным маньяком, а в естественном психологическом барьере. Пользователь, присылающий интимные тексты и фотографии, воспринимается как неживой объект, аватар, робот, развлекательный сервис. При этом в случае с обычным интернет-знакомством такого барьера не возникает. Чем меньше интимного контента, тем больше шансов завести реальное знакомство. Кэшбэк-сервис letyshops.ru позволяет экономить на покупках в более 700 популярных магазинах. А расширение Google Chrome напомнит о кэшбэке. Как получить премиум-аккаунт в подарок? Смотрите в описании. Может, секстинг не несет никаких отрицательных последствий для психики подростков, но секстинг – это хороший показатель примитивного самовыражения, отмечают это психологи. Чаще всего у подобных индивидов низкая самооценка и слабая развитая система ценностей. Короче говоря, пустышки. И тут работает принцип, когда нечего показать, показывать свое тело. Так что лучше читай, грамотно самовыражайся и прокачивай свои мозги. Было бы искренне приятно, если ты, приятель, поставишь лайк и подпишешься на канал.